Всем привет! Сегодня мы посмотрим наше майское путешествие в Турцию. Славный отель Кастивал, в котором мы отдыхали в мае 24 года. Мы отправились в это путешествие из Санкт-Петербурга. Это 3:30 утра. Мы летим по платной дороге в наш славный Пулковский аэропорт. Путешествие заняло всего 30 минут. Все мосты разведены, пришлось по платной дороге. Это нам обошлось где-то в 1500 наше путешествие через весь город от Комендантского проспекта до Пулково. Быстренько прошли регистрацию, сели в самолет, кормили один раз, улетели на 15 минут раньше и прилетели на 15 минут раньше, как в маршрутке. Все сели, все. Значит, все, двери закрываем и полетели. 4:15 где-то летели. Это славный аэропорт Анталии. Там быстренько прошли где-то за час, все, зарегистрировались, сели в автобус и отправились в наш славный отель Кастивал. Где-то 1,5 часа путешествия. Одна остановка у нас была, как всегда. Перекусить, мороженое. Тут песни поют русские туристы. Всем было очень весело. Прекрасные виды из окна. Все путешествие от парадной до ресепшена где-то 11,5 часов мы потратили. Быстренько зарегистрировались с такой скоростью, что нам даже забыли одеть браслеты. Пришлось возвращаться второй раз за браслетами. Все бегом. И 5-й этаж. Прекрасный номер. Главное, что все быстро. Никаких задержек. Вот наш номер. Номер как номер. Короче, кровати есть. Телевизор, который мы не смотрели. Никаких излишеств. Пятна мы тоже не рассматривали. Ни на потолке, нигде. В общем, чайник есть, кофе. Ну, правда, мы ничего не заваривали и не пили. В бане никаких излишеств. Пузырьки какие-то стояли. Мы ничем не пользовались. Туалетная бумага была. Ура! Так что все включено. Даже туалетная бумага. Свет есть. Вид из балкона. Тут и курили, пепельница есть. Столик. Частичный вид на море. На отель. Горы. Тишина и спокойствие. Когда нет музыки вот там на сценах вечером. Ну, мы до 10 где-то гуляли. А потом приходили. Мини-бар. Вода, все бесплатно, пей сколько хочешь. Ну, тут пятна какие-то, потолок тоже чистый. Так что все было отлично. Теперь начинаем обзор отеля, друзья. Вперед, посмотрим наш отдых. Ну вот, друзья, мы разместились на 5-м этаже в этом прекрасном отеле. На 6-м этаже, у кого есть номера, те балконы без крыши. Очень как-то неуютно. Это зал ожидания мы называли. Здесь ресепшн. Отель построен в 2015 году. В 2021 год реновации. Количество номеров 387. Один корпус в этом отеле. Одно большое здание, 6-этажное. До пляжа всего 600 метров. Ну, где-то 10-15 минут мы ходили не спеша. Но в основном ездили на шаттле. Нас подкидывал шаттл. Вот такие красивые люстры, колонны. Вход, а персонал какой замечательный в этом отеле.
Все добрые, отзывчивые, веселые. Можно даже ботинки почистить бесплатно на входе. Очень красивый зал ожидания. Такой вид. 6 этажей. 4 обзорных лифта. Слава богу, никогда не ломались. Внизу магазинов много. Ну, правда, цены немного подороже, чем в городе. Ну так, прогуляться, посмотреть можно. Вот на улице очень много всяких торговых центров, открытых до 12 ночи. Вид отеля снаружи очень красивый. Отель Кастивал. Лошадки, как у нас в Питере, когда на Дворцовой там лошадки в арке главного штаба. Кругом охрана с двух сторон. Ну, правда, я не знаю охрану. Мы ходили, нас никто не останавливал. Вечером есть чем заняться, прогуляться. Не скучно. Много всяких развлечений, магазинов. Не обязательно сидеть в отеле. Вот здесь наши номера сюда выходили. Здесь все видно. Завтрак в 7 утра. 3 открытых бассейна без подогрева. Дневная и вечерняя анимация. Программа на русском языке есть. Сауна бесплатно. Ну, правда, мы туда не ходили в сауну. Море есть. У нас в Питере сауна есть прекрасная. 1000 рублей на 4 человека в час стоит. Так что нам сауны не удивишь. Вот можно поиграть в бильярд. Контингент тут русские немцы, простые немцы, немецкие, казахи, бразильцы, адекватные люди все были, добродушные. 2 дня назад, 2 дня нам оставалось, 1,5 даже. Тут приехал, правда, такой русский, Тагил рулит, килограмм 150. Вечно нажрется и орет, там со всеми дружит. В лобби-баре на балконе. Ну, слава богу, мы раза 2 его видели и больше не видели и не слышали. Это лобби-бар. Здесь самые лучшие и вкусные напитки. Качество здесь отменное. Нам нравилось только здесь пить. Почему-то в этом баре очень вкусный чай. Совсем другого качества. Чай турецкий. Но еще турецкий чай вкусный в кафе. А здесь вот пиво очень вкусное. Водка. Пьешь и хочется. Не такая водка, как в баре у бассейна. Коньяк мы здесь пробовали. Ну, коньяк сильно на любителя. Не знаю. Хотите, попробуйте. Виски со льдом я брал. Пробовал. Тоже ничего. Тут виски и водки. Сухое вино я 2 дня попил. У меня изжога началась. Шампанское мы здесь пили. Коктейли. Очень вкусные. Вот такая релакс-зона. Тишина, спокойствие. Если нет товарища из Тагила. Вот он здесь постоянно сидел, рулил. Орал тут, со всеми дружил. Ржал, как сумасшедший. Можно посидеть вот на том островке. Но там напитки не очень такие качественные. Нам не нравились напитки того бара у бассейна. В общем, перед завтраком мы ходили сразу на пляж, занимали место. И после завтрака, если вам повезет, то можете доехать на шаттле быстренько. Никого не слушайте, что на пляже, когда не придешь, всегда есть место. Это только у блогеров есть место. Люди приходили в 11 часов, 10:30 и на соседний пляж идут, на соседние
койки место занимают. В 7 утра бывает, приходишь, уже пол пляжа, ну не пол пляжа, процентов 30 уже занято полотенцами. Так что, если хотите отдыхать, вот, на шаттле доехали и быстренько пешочком немножко прошли и на пляже уже. Шаттл останавливается возле мостика, там речка прекрасная, такая с мутной водой и с черепахами. Прикольно. Черепахи едят яйца вкрутую. Ну, это вот наш пляж, наша столовая здесь. С 10 утра уже напитки, пиво, лимонады, вода. С 12 до 4 можно откушать что-то здесь и идти на обед. Такой пляж, где-то 15 рядов, по 15 топчанов. Мест вроде много, но уже к 11 часам, пол 11 тут уже нет мест. Все ходят, смотрят. А там вот сейчас будет, это соседний отель. Там вообще пустые топчаны вечно. Что слева пустой, что справа пустой. Представляете, какого качества там отели. У нас постоянно битком. Все занято. Так что, если не хотите лежать на лежаках соседнего отеля, приходите как надо, приходите пораньше. Море не понравилось здесь. Ну, пляж песчаный, вода мутная. Буйки стоят очень близко к берегу, поэтому глубоко не зайдешь и плаваешь или ходишь, как в Анапе, короче. Очень мелкое море и очень мутное. По сравнению с Аланией, мы там отдыхали в Махмутларе, в Алании, на Клеопатре купались. Море там совсем другого качества. Может, там микроорганизмы какие-то другие, но море какое-то, залезешь и не хочется вылезать, оно какое-то ласковое такое. Море зовет, пропадет. Там женщины наденут ошейники и по 2,5, по 3 часа из моря не выходят. И там что-то щебечут, плавают стайками. Мужья сидят на берегу, пьют пиво и потом идут на обед, уходят, а жены еще все плавают. Вот такое море в Алании. Совсем другого качества море по сравнению здесь. Ну, море, в принципе, оно и в Африке море, но я не думал, что вода бывает качественная, а бывает так себе. На пляже тоже есть чем заняться, покататься на квадроциклах, на бананах, полетать на парашюте, что мы и сделали, поиграть в волейбол, петанг, попить напитки, пиво, чай, кофе, мороженое поесть. В общем, на пляже тоже скучать некогда. Полетать на парашюте стоит 70 евро. Ну, видео, правда, подороже. Но без видео, без фото, это, мне кажется, вообще лучше не летать. Никакой памяти не останется. Так, где-то 200-150 евро. Как будете торговаться? Мы сторговались за 120 евро. Нам и видео, и фото дали, флешку. Просто бомбическое видео. И ощущения специфические. Супер. Стоит это сделать, полетать. Ну, а об этом отеле можно говорить вечно. Но, к сожалению, я должен быть краток. Это вот были праздничные ужины за 2 недели. Ну, штуки 4-5 было праздничных ужинов. Остальные ужины были такие вкусные, конечно, нормальные ужины. Но шоу креветок это было 1 раз за 2 недели. Вот небольшая очередь. В 19:00 ждут открытия ресторана. Надо побыстрее прийти.
Мы уже в курсе, что, как блогеры говорят, и докладывают, и докладывают, и еда никогда не кончается. Я не спорю. И паста там, и хлеб, и булка. Все есть вечно. Но шоу креветок, там языки и так далее, баранины. Это, если кто не успел, тот опоздал. Вот сегодня у нас шоу креветок. Блогер «Мечта путешественника», у него спрашивают, как часто такие шоу креветок происходят. Он пишет, 2 раза в неделю. Ничего подобного там не было. Может быть, это в мае происходит 1 раз за 2 недели. Может, когда отдыхает блогер «Мечта путешественника», происходят такие шоу 2 раза в неделю. Но при нас такое шоу было 1 раз за 2 недели. Креветки оказались недоваренными, очень жесткие. Хорошо, я не стал брать. Оля взяла 2, так и выкинула. Так что креветки очень на любителя. Роллы съедобные. В общем, готовят тут что рыбу, что шашлыки. Все на любителя. Не умеют готовить в этом отеле. Что рыба сухая. И если вы придете не к 7 часам, мы приходили специально через час после начала еды, то там вы уже не найдете никакого шоу, никакого шампанского. И до 8 часов очереди. Стол надо занимать пораньше, приходить. Ну, может быть, это в мае было столько народу, все соскучились, а июнь, август будет поменьше народу в этом отеле. И очередей не будет, и все вкуснее будет. Язык тоже не умеют готовить. Так что вот креветок сколько. Пока лежит много креветок, придешь. Вот мы сейчас придем 8 часов и увидите, сколько осталось креветок на этом блюде. Ну вот, 20 часов 15 минут. Мы заходим 2-й раз на ужин. Хотим посмотреть, сколько здесь осталось креветок, какой праздник. Как говорят блогеры. Да, все не кончается, и креветки, и суши, и вы едите, и едите. как будто ничего и не было. Да, вот здесь были креветки. Мы с вами заходили в 7 часов. Сейчас кроме народа никого не осталось. Ну вот рыба осталась, красная. Тартар соус. Тартар соуса уже нет. Вот лук. Что это? Луковых колец можно поесть на ужин. И картошку фри. А вот это будет. Какой соус? А вот сковорода тартара. Так, Оля рыба еще захотела. Я буду только чай и пирожное. Хватит. Хватит, хлебушка надо. Булочки. Все руками. Пошли дальше. Мы вообще-то хотели пройти, посмотреть. Паста? Паста, да. Паста есть. Я уже ничего не хочу, честно. Но рис еще есть. Еще не кончился. Оле повезло. Рис и поест. Там еще где-то я рыбу видела. А вот суши. Вот и суши. О, где все суши. Но
Это другие. Это другие, это не те. Да, не те вкусные. Кстати, похоже. Не, Нет? не. Вон креветка плавает. Креветка одна осталась кому-то. Выбор пирожных в этом замечательном отеле просто огромный. Но 9 из 10 за пирожные я никогда не поставлю. Если вы, конечно, не ели никогда слаще морковки, как там пишут у нас зрители, то эти пирожные вам подойдут. Эти пирожные делают оптом в Манавгате. Здесь нет кондитерского цеха в этом отеле. Коржи очень сухие. Эклеры это вообще там тесто не заварное. И тем более крем не заварной. Все эти видео про пирожное и про ужины, и про отдых в отеле у нас есть на нашем канале подробно. Здесь мы все быстренько пробежали, посмотрели. Пирожное очень на любителя. Не знаю, кому как нравится. Самое вкусное пирожное это в Анапе. У нас в Питере тоже ничего пирожное, но таких пирожных мы не нашли в Питере. Вот есть кафешка тоже. Ну, кофе здесь вкусный, чай вкусный. Пирожное все то же самое. Сухие коржи. Они даже не пропитаны ничем. Я не понимаю, как люди могут ставить 9 из 10. Какое же у них там на родине, где они живут, в Украине, какого качества у них пирожное? Что здесь... В общем, сладости нам не понравились в этом отеле. Мороженое, нормальное мороженое. Вафли венские. Там люди набирают по 3, по 5, потом вокруг бассейна все эти вафли валяются. Вот в Анапе есть кафе Панагория. Вот там вот даже написано на ценнике, что эклеры из заварного теста, заварное пирожное. Пускай 160 рублей, но ты ешь прям и хочется. Торты какие вкусные, со сливочным вкусом. Ну, это единственное в Анапе такое кафе. Если кто побывает в Анапе, обязательно сходите, не пожалеете. У нас в Питере мы ели только один раз на заказ, такой торт мы делали. Такой вкусный. Так, ну, в Питере можно есть пирожные, не такие, как в Турции. Нормально. В общем, я не думаю, что где-то в других отелях другие пирожные, там, в Дольче Габбана, Дельфинах, Дольче Вита, там уже другая цена. В этом отеле было много шоу всяких, шоу-программ, веселые, прямо до невозможности. Пиротехнические шоу вот такие, ну, правда, там все стояли, смотрели, ну, так пританцовывали. Ну, как-то не очень мне понравилось. На вкус и цвет товарищей нет. Тут много присутствовало лиц почтенного возраста, даже на костылях люди были. Ну, немного народу, конечно, но было весело кому-то, не знаю. Мне не очень нравилось такое шоу. Это мотоциклисты были, канатоходцы. Шоу где-то 5 или 6 шоу мы посетили. Тут были танцоры мексиканские. Тоже весело было. Ну, самое, конечно, лучшее шоу было, это когда выбирали пару, лучшую пару отеля. Там конкурс был. Было 4 пары. Вот. Англичане тут. Очень весело было. До слез все смеялись. В общем, отель стоит своих 5 звезд. На 2 недели 200 тысяч. Нам понравилось. Ну, с питанием, конечно, беда. Если бы было там 500 тысяч, я не думаю, что где-то в Турции другое питание. Чтобы по-другому готовят. Шашлыки как вкусные, как у бабушки. Самые вкусные шашлыки мы ели только в Абхазии. И у нас на даче.
А так шашлыки, рыба, ну, несъедобная. Это все делают не с душой. Столько продуктов переводят. Пирожные вообще 2 балла из 10. Ну, шоу были прекрасные. Стоит посетить этот отель. Всем советую. За 200 тысяч на 2 недели можно посмотреть Турцию. Путешествовали мы в Сиде своим ходом. Гуляли вокруг нашего прекрасного отеля. Есть много всяких магазинчиков, забегаловок, шалманов. Вот остановка есть автобусная. Приходишь, здесь и деньги меняют, мелкие доллары дают. Автобус здесь и в Сиде, и в Манавгат. 25, 30, 40 лир. И ты уже где хочешь. В Манавгат ездили своим ходом много раз. Ну, немного раз, 5, наверное, 7. Первые 5 дней мы отдыхали. Тут на лифте поднимаешься, такая обзорная гора там в центре Манавгата. Поднимаешься, посмотреть на Манавгат с высоты птичьего полета. Там стадион какой-то, ну, так, кафешка есть. В кафешке можно посидеть, туалет там бесплатно есть наверху. Весело. Своим ходом, конечно, все увидишь. По магазинам походишь. В магазинах там, правда, так себе, выбор не очень. Мы в Алании все закупаемся. Вот фонтанчики такие прекрасные внизу, пофотографироваться, фотозоны. Есть чем заняться. В столовую сходить, поболтаться. Народу вообще никого. Мы ходили вдвоем по улице, по Манавгату. Туристов очень мало. Река Манавгат, можно на пароходике покататься. До этого, до водопада провезут тебя. Там водопад 1 евро вход. До Желтого моста дошли, типа тут как Невский проспект. Туда уже лучше не ходить, потому что там магазинов вообще мало. И в ту сторону. Вот сходили пешком в Новомол, поболтались. Огромный магазин. Оля купила за 40 евро себе кожаный кошелек. Ну, есть чем заняться, если есть желание. Ну, мы ездили в Сиде. Ну, там 25 вроде лир. Вот на теплоходике, на пиратском корабле за 5 евро целый час можно покататься. Ну, все эти экскурсии есть у нас на канале, все подробно. Там мы рассказываем, много видео. А здесь это я так немножко посмотреть. Ну, так погулять по Сиде можно. Ну, все дорого, конечно. Ну, развалины часовни, замков. Это замок Аполлона. На качельках пофотографироваться. Так, фотозоны. Провести время. Один раз мы съездили, и больше мы не захотели. Так что нормально. Своим ходом все равно интереснее. Экскурсия это очень дорого и неинтересно. Ну вот своим ходом можно съездить на знаменитый Манавгатский водопад. Вход 1 евро. Туалет там платный. Посмотреть. Ну, водопад как водопад. Не знаю, нам понравилось, конечно. Приятный вид. Народу полно. Можно и мороженое поесть, и пообедать там. Сувениров купить. Стоит съездить, но своим ходом. Вход всего 1 евро. В общем, об этом отеле можно говорить вечно. Хороший 5-звездочный отель за 200 тысяч на 2 недели. Очень прекрасно. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Следующее видео будет... Мы в Геленджик собираемся, а не в Турцию. В Турцию мы в следующем году поедем. В один из лучших отелей, 4-звездочный в Кемере. По отзывам туристов. В этом отеле еще не ступала нога блогера. Я удивляюсь, даже лучший отель 4-звездочный. Туристы прям так хвалят этот отель. Вот хотим посмотреть, на самом ли деле это такой же прекрасный отель. А сейчас собираемся в Геленджик в этом году. В июне и в сентябре. В Анапу не поедем. В Анапу страшно ехать после этой аварии. Так что пишите, как вам видео, задавайте вопросы, ставьте
ставьте лайки. Всем всего доброго. Спасибо, кто досмотрел до конца наше видео. Пишите, кто отдыхал, как вам нравится этот отель Кастивал. Особенно питание. Ну все. Всем пока-пока.